Русский музей. Михайловский дворец. Зал номер 14. Здесь экспонируется знаменитая картина Карла Брюлова «Смерть Инессы де Кастро». С некоторых пор ее можно увидеть в современной раме, сделанной из фабричного багета. Но в 1897 году, когда она поступила в Русский музей из Императорской академии художеств, она была в своей авторской резной раме. К сожалению, спустя 44 года картина рассталась с ней на долгие 78 лет. Все это время рама хранилась в запасниках Русского музея. В 2019 году было принято решение провести ее полную реставрацию. Оригинальная рама для картины Карла Брюлова «Смерть Инессы де Кастро» поступила к нам в отдел после очень длительной разлуки с своим экспонатом. Рама во время войны была снята с картины, картину отправили в эвакуацию, а рама осталась в блокадном городе. Она пережила очень много тяжелых моментов, и холод, и протечки, и сырость длительную, и поэтому очень много было на ней разрушений, начиная от древесины и заканчивая золоченым покрытием. Очень много было утрат, очень много отслоений золоченого грунта, очень много утрат резьбы, и поэтому вот, наконец-то дошли руки, и возникла необходимость такая раму привести в порядок и выставить картину в родной раме. Вот. После того, как все аварийные участки золоченого грунта, осыпающиеся, были укреплены, установлены на свои места, проводился процесс удаления стойких и нестойких загрязнений, которых было тоже очень много, накопилось за время бытования рамы в разных условиях. Ну и потом уже наступил момент, когда можно приступать к подведению реставрационного грунта в границах утрат авторского золоченого левкаса и по дорезкам, которые были сделаны профессионалом-резчиком нашего отдела. Вот. На данном листеле уже грунт подведен и началась его обработка по форме. Вот. Нанесены уже в некоторых местах рисунок под цировку, которая будет потом выполнена. Вот. Ну и затем уже будет принято решение о том, как восполнять в границах утрат, опять же, золоченое покрытие. Будет ли это золото, будут ли это какие-то другие материалы, будет решено на реставрационном совете. Все.